Приветствую всех на своем канале «Занятия для души. Вязание с Натальей Волковой». В данном видео я вам хочу представить вторую заключительную часть видео МК «Как связать красивую женскую кофточку». Ссылку на первую часть видео МК я обязательно оставлю в описании к данному видео. Итак, начинаем. Итак, вот я провязала 3 ряда из таких вот цепочек из воздушных петель по 5 штучек. Вот таким вот образом у меня все это выглядит. Конечно же, это потом уже необходимо будет еще раз отпарить в конечном варианте, чтобы все у вас было ровненько. И теперь далее я буду переходить на спицы, то есть я буду вязать уже вот этот вот участок работы. Сейчас я вам покажу, каким образом я делала набор непосредственно вот петель на спицы. То есть я для этого фиксирую, естественно, у нас получается у меня теперь пряжа вот такого молочного цвета. Беру спицы и делаю набор. То есть я спицей сразу делаю 1 лицевая, накид, лицевая. Вот она. И далее я вытягиваю 4-ю петельку вот с этой петли. Еще раз сейчас покажу. Вот у меня дуга идет вот это вот. Я провязываю 1 лицевая, накид, лицевая. Вот она. И вот где у меня было соединение вот этих вот дуг, отсюда я вытаскиваю 4-ю петельку вот таким вот образом. Итак, еще раз. Лицевая, накид, лицевая. Вот 3 штучки я провязала петли из дуги. И непосредственно отсюда я вытаскиваю вот 4-ю петельку. Вот так вот. Еще раз. Лицевая, накид, лицевая. И вытаскиваю 4-ю петельку. По такому принципу я буду делать набор петель до конца ряда. То есть вот так вот. Вот таким вот образом у меня получается. То есть до конца вот этой вот полосы я буду делать набор петель. Вот так вот. Итак, я набрала уже петли по принципу, как я вам показывала. То есть по всей длине, по всей вот этой вот планке. Я набрала петли, то есть у меня получилось вот таким вот образом. В общей сложности у меня получилось 224 петельки. То есть вот так вот. И далее я буду вязать обычной чулочной вязкой. То есть кто не знает, чулочная вязка — это когда в лицевом ряду вяжутся лицевые петли, в изнаночном ряду вяжутся изнаночные петли. В общей сложности я провяжу вот здесь вот 14 рядов чулочной вязкой. И далее я начну закрытие данных петелек. То есть я вам покажу, как я их буду закрывать еще. Итак, я немножко провязала полотно, то есть у меня получилось вот таким вот образом. Я его отпарила, чтобы получше немножко было видно результат работы. То есть вот таким вот образом у меня все выглядит. То есть вязала я обычной чулочной вязкой, то есть это в лицевом ряду лицевые петли, в изнаночном ряду изнаночные петли. Провязав 14 вот здесь вот рядов, я стала делать закрытие вот именно как бы вот под рукава. Вот такой вот скос я стала делать. То есть каким образом? Я делала, естественно, я закрытия эти все симметричные, то есть в начале каждого лицевого ряда и в начале каждого изнаночного ряда. Вот здесь вот у меня идут закрытия. Закрытия одинаковые с одной и с другой стороны. То есть каким образом я их делала? То есть вначале я закрыла 30 петель, вот они у меня. Потом я закрыла 10 петель, 5, 5, 4, 3, 2 и 3 раза по одной петельке я закрыла. Вот они у меня здесь. То есть еще раз повторяю. 30 петель, 10 петель, 5 петель, 5, 4, 3, 2 и 3 раза по одной петельке. То есть вот они у меня 1, 2, 3. Естественно, как я уже сказала, закрытие симметричное с одной и с другой стороны. После того, как я закрыла, то есть вот у меня осталось сейчас на данный момент на спице 100 петелек. И далее я буду вязать просто без никаких убавлений чулочной вязкой.
То есть сейчас я здесь уже на второй половинке вам более наглядно покажу. То есть я отсчитала вот таким вот образом ряды, чтобы их было удобнее считать. То есть у меня вот веревочка завязана на каждом 10-м ряду. То есть в общей сложности мне нужно провязать вот до следующего вот этого участка с другим узором. Мне нужно провязать в общей сложности 90 рядов. То есть вот они у меня все отмечены. То есть сейчас на данный момент я нахожусь где-то вот на этом этапе, вот здесь вот. То есть вот все убавления я сделала. И далее я буду вязать без каких-либо изменений, без убавлений. И еще в общей сложности от начала вот именно работы 80 рядов. То есть вот до этого участка я буду вязать теперь без убавлений, без прибавлений. 80 рядов, еще раз я повторяю, я отсчитывала именно вот от начала, когда я начала вязать чулочной вязкой. То есть вот здесь вот 80 рядов я буду теперь до этого участка провязывать просто все петли вот чулочной вязкой. И далее я вот последние вот этих вот 10 рядов у меня остается до следующего узора. Я сделаю небольшие прибавления. То есть вот у меня идут прибавления в начале и в конце, соответственно, рядов. То есть вот они. Я сделаю на 80 ряду прибавление в начале и в конце ряда, и потом я сделаю прибавление на 86 ряду, также в начале и в конце ряда. То есть после всех прибавлений у меня, соответственно, останется 104 петли. То есть это вот когда я начну вязать вот этот вот уже ажурный узор. То есть так как в принципе здесь ничего сложного нет, я далее буду вязать этот участок работы за кадром, так как в принципе я вам объяснила, каким образом я буду вязать. То есть вот до этого участка я буду далее все вязать, и потом уже покажу вам, что у меня получилось, и объясню, каким образом я вот буду выполнять уже непосредственно вот этот вот узор. Итак, я провязала в общей сложности 90 рядов пряжи молочного цвета. То есть вот они. То есть я отмечала каждые 10 рядов. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Все правильно. Значит, когда я провязывала 81 ряд и 87 получается ряд, я сделала по одной петельке прибавления. Вот они идут у меня. Вот одна петелька и вот вторая петелька в начале и в конце ряда. То есть я сделала таким образом как бы небольшое расширение, немножко совсем прибавила петель. И далее я начинаю вязать уже вот этот вот узор. Вот он у меня, этот узор. Начинается у меня вот этот узор с пряжи с люрексом. Вот она у меня, эта пряжа. И также я именно этот нижний узор я буду вязать спицами чуть-чуть потолще. То есть у меня вот эта четверочка. Для того, чтобы ажуру он был более такой вот объемный и не был забитым. Итак, для начала необходимо взять пряжу другого цвета. То есть в моей ситуации это вот пряжа с люрексом. И первые 2 ряда я провязываю обычной чулочной вязкой. То есть вот они у меня идут, первые 2 ряда. То есть я провязываю первый ряд лицевыми петельками, изнаночный ряд я провязываю изнаночными петельками. То есть сейчас вот. При этом я буду переходить на спицы более толстые. То есть вот я взяла более толстые спицы. И сейчас вот таким вот образом я перехожу на более толстые спицы и провязываю 2 ряда чулочной вязкой. То есть вот первый ряд это провязываю я все петельки лицевые, изнаночный ряд я провязываю все петельки изнаночными. Итак, вот я провязала 2 ряда пряжи с люрексом, то есть вот таким вот образом у меня получилось. И теперь я буду вязать следующий ряд. То есть я снимаю кромочную петельку вот таким вот образом, провязываю 1 лицевую петлю. Далее я 4 раза провязываю 2 вместе лицевой с наклоном влево. 1, 2, 3, 4. То есть вот 4 раза я провязала по 2 вместе лицевой с наклоном влево.
Далее я начинаю вязать следующим образом. Я делаю 1 накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. Всего у меня должно быть 7 накидов. Пересчитываем. То есть вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, лицевая и накид. То есть вот я делаю 7 накидов, между ними по одной лицевой петельке я провязываю. Далее я провязываю 7 раз по 2 вместе лицевой с наклоном влево. 3, 4, 5, 6 и 7. Обязательно перепроверяем, чтобы все было правильно. Так, вот у меня 7 раз я провязала 2 вместе лицевой с наклоном влево. Далее опять же я повторяю, то есть мне нужно сделать 7 накидов, между ними по одной лицевой петле. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Лучше перепроверить. Все правильно. Далее я опять же провязываю 7 раз по 2 вместе лицевой. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот я провязала 7 раз по 2 вместе лицевой. Далее у меня опять идет 7 накидов, между ними по одной лицевой петле. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот я их провязала. Далее опять же 7 раз я провязываю по 2 вместе лицевой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот 7 раз я провязала по 2 вместе лицевой. И опять еще раз повторяем, то есть 7 накидов, между ними по одной лицевой петле. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот я сделала. Далее опять 7 раз мы провязываем по 2 вместе лицевой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. То есть, как вы обратили внимание, я чередую. 7 раз я провязываю по 2 вместе лицевой, и 7 раз я делаю накиды, между ними по одной лицевой петле. Так, вот 7 я раз провязала 2 вместе лицевой. Теперь я делаю 7 накидов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот я 7 раз сделала. И так как я в начале ряда сделала вот 4 раза, я провязала 2 вместе лицевой, по 2 вместе лицевой с наклоном влево, то у меня как раз получается, что в конце ряда я должна провязать, соответственно, 3 раза по 2 вместе лицевой. Итак, 3 раза провязываем по 2 вместе лицевой с наклоном влево. Вот я 3 раза провязала вот таким вот образом, и последняя петелька у меня просто лицевая и кромочная, изнаночная. То есть вот мы провязали, можно сказать, основной ряд данного узора. Узор сам по себе он не сложный, он состоит всего из 4 рядов. Следующий ряд я буду провязывать все петельки лицевые вот таким вот образом. То есть до конца ряда я провязываю все петли лицевые, включая и накиды предыдущего ряда, то есть то, что делали накиды. То есть вот я провязываю все петельки лицевые до конца ряда. Так вот я практически уже довязала до конца ряда все петельки лицевые, кромочная, изнаночная. То есть вот таким вот образом у меня получается. Это мы провязали с вами один раппорт данного узора. Далее я буду вязать, начиная вот с первого ряда, когда вот я другим цветом пряжи начала вязать. То есть следующие 2 ряда я провязываю чулочной вязкой. То есть первый ряд лицевой, второй ряд изнаночные петельки и третий ряд
ряд это вот у меня будет ряд вот с этими накидами, как я вам показала подробно, я его вязала. И 4-й ряд это провязываются все петли лицевые. То есть всего 4 ряда раппорт данного узора. По такому же принципу я буду вязать и далее. Только единственное, что через каждых 4 ряда я буду менять цвет пряжи. То есть вот как здесь у меня связано, более наглядно это все видно. То есть вот начинала я вязать с пряжи с люрексом, потом у меня, соответственно, идет бежевый, потом белый. И вот по такому принципу я продолжаю вязать. То есть в общей сложности у меня получается полоски с люрексом, это 5 штучек у меня полосок с люрексом. И заканчиваю я работу на бежевой вот этой вот ниточке. То есть это у меня получается также 5-я полосочка, вот именно бежевая будет. И при этом, чтобы сделать небольшое расклешение в самом низу, чтобы ничего не подтягивало, это получается вот... Сейчас я вам скажу, с какого участка. Вот с этого участка, то есть вот с белой вот этой вот полосы, получается с 3-й полосы вот белого цвета, вот отсюда, я начинаю делать в начале каждого цвета по одной петельке прибавления в начале и в конце ряда. То есть вот я сделала вот здесь вот одну петельку прибавления, соответственно, в конце ряда я также сделала прибавление. Потом я на следующей вот этой полоске сделала прибавление. Здесь вот также, здесь и здесь. То есть вот до конца работы я уже делала прибавление по одной петельке в начале и в конце ряда, чтобы немножечко у меня полотно пошло расклешение к низу, чтобы ничего не подтягивало. По такому же принципу, как я вам показала, я буду довязывать уже до конца данного полотна. Закрою все петельки, то есть вот здесь вот таким вот образом я все петельки закрыла. Обязательно не забываем, что после того, как вы свяжете вторую половинку, у меня уже это получается, обязательно необходимо отпарить, потому что, как вы видите, разница очень сильно заметна. То есть вот это у меня отпаренный вариант, вот таким вот образом он выглядит. И вот он не отпаренный вариант, то есть все-таки разница ощутима. Поэтому вы также не забывайте, что изделие и полотно необходимо отпаривать после того, как вы довяжете. После того, как я уже доделаю вторую, получается, половинку своей кофточки, я вам покажу, каким образом я буду соединять этих две половинки именно вот здесь вот сверху по плечам, каким образом будет соединение. Итак, я уже полностью довязала вторую половинку моей кофточки, то есть вот она у меня получилась вот таким вот образом. Нижнюю часть я довязала, я уже все отпарила, как видите, полотно ровненькое и красивое уже. Также я сделала небольшие вот такие вот к низу расклешения, то есть каким образом я это делала, это я вам все объяснила. То есть уже можно сказать, что осталось совсем немножко что довязать, и следующее, что я буду делать, это вывязывать сеточку вот по рукавам. Но вывязывать сеточку я ее буду не просто, а делать вот таким вот образом. Вот я на второй половинке уже связала, то есть вот у меня идет как бы под скосом вот эта вот сеточка. Я это сделала специально для того, чтобы не подтягивала вот именно в горло, чтобы не давила вот эта вот основная полоса из элементов. То есть вот таким вот образом у меня все будет связано. То есть на одной половинке я уже связала вот эти вот сеточку сверху с одной стороны, и вот таким вот образом вот с другой стороны. Это уже у меня все отпарено. И на второй половинке я вам сейчас покажу, каким образом я выполняла вот эту сеточку и каким образом я буду соединять вот между собой теперь вперед и спинку. То есть вот таким вот образом у меня получилось. То есть я беру крючочек, в принципе, такой же, каким я и работала, 2,25. Обвязывать я буду пряжей бежевого цвета. Начинаю я работу, то есть вот у меня это центральная, которая посередке элемент. Обвязывать я начинаю с середины следующего элемента. Вот он. То есть вот таким вот образом у меня будет вот. То есть до конца рукава остается у меня 2,5 получается мотива. Фиксирую вот здесь вот ниточку посреди мотива.
Вот таким вот образом зафиксировала. Ниточки, естественно, потом все необходимо будет убрать. И теперь я начинаю вязать цепочки, такие же по 5 воздушных петель, как я вязала вот здесь вот. Так, зафиксировала 5 воздушных петель. Связала, зафиксировала в первом вот здесь вот столбике с накидом, который я вязала. Далее опять же 5 воздушных, вот 5 воздушных петелек, через 3 я фиксирую столбиком без накида, вот таким вот образом. 5 воздушных петелек, через 3 столбика с накидом я фиксирую столбиком без накида. Вот так вот получается у меня. Далее опять же 5 воздушных петелек и фиксирую ее вот вместе соединения двух мотивов. Вот таким вот образом. Вот у меня получился вот такой вот небольшой участок из 4 воздушных вот этих вот арок, которые я вязала. Далее я что делаю? Я поворачиваю полотно к себе, к себе изнанкой. 1 воздушная петелька для подъема. И далее я вот таким вот образом делаю подъем по воздушным цепочкам. Вот таким вот образом я сделала подъем. И далее я вяжу опять же 5 воздушных петелек. Соединяю столбиком без накида в предыдущую дугу. Вот она у меня. Опять же 5 воздушных петелек. Соединяю в предыдущую дугу. Вот таким вот. Далее опять 5 воздушных петелек. Вот они. И столбик без накида фиксирую предыдущую дугу. Вот таким вот образом. И вот мы дошли до краешка, где я начинала работать. То есть я делаю здесь 3 воздушные петельки. И 1 столбик с накидом я провязываю вот в первую петельку. Вот сюда, где я начинала работать. Вот таким вот образом. То есть вот у меня получилось вот таким вот образом. Я провязала 2 ряда. Далее я опять же поворачиваю работу. И вяжу 5 воздушных петелек. Вот я провязала. В предыдущую дугу я фиксирую 5 воздушных петелек. И фиксирую в предыдущую дугу. Опять же 5 воздушных петелек. И фиксирую в предыдущую дугу. Вот таким вот образом. И теперь я делаю опять же 5 воздушных петелек. И фиксирую их вот сюда. Вот, соответственно, где у меня заканчивалась работа в предыдущем ряду. Вот столбик без накида я зафиксировала вот таким вот образом. Вот у меня получилось. И теперь я начинаю вязать до середины следующего мотива. 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петелек. Через 3 столбика с накидом я фиксирую вот таким вот образом. 5 воздушных петелек. Через 3 фиксирую. Через 3 фиксирую вот здесь вот. И последняя у меня идет дуга. Фиксирую ее посреди предыдущего элемента. То есть вот у меня получилось вот таким вот образом. То есть я теперь уже удлинила вот здесь вот получается вот ряд вот таким вот образом. Далее я поворачиваю работу. И точно так же, как я показывала вам именно в предыдущем ряду, провязываю здесь ряд. То есть вот я делаю 2 подъемные петельки по предыдущей дуге, вот таким вот образом. Далее вяжу 5 воздушных петелек и соединяю их с предыдущими дугами. Вот таким вот образом я буду довязывать до конца ряда. Вот у меня я уже практически дошла до конца ряда. И вот у меня последний остается. Я делаю 3 воздушные петельки и столбик с накидом я провязываю вот в первую, получается, вот здесь вот петельку. Вот таким вот образом. Вот у меня закончился ряд.
Это уже получается 4-й ряд. Далее опять же я буду вязать следующий, это лицевой ряд. Теперь я буду его довязывать, получается, вот до конца вот этого вот первого элемента, первого мотива, если считать отсюда. То есть вот до сюда я буду довязывать. То есть я делаю 5 воздушных петель, фиксирую. 5, фиксирую. Вот я дошла, получается, до конца предыдущего ряда, то есть вот он у меня здесь закончился практически. Я делаю 5 воздушных петелек и провязываю их вот сюда, вот самую первую петельку фиксирую столбиком без накида. И далее я вяжу просто по рисунку, то есть 5 воздушных петелек. Через 3 петельки я фиксирую столбиком без накида. Опять 5 воздушных петелек. Фиксирую. И фиксирую между, последний у меня столбик без накида, между двух мотивов. То есть вот я провязала. То есть вот такой вот у меня получился, это получается 5-й ряд. И теперь я буду вязать 6-й ряд точно по такому же принципу, как я и вязала и 4-й. То есть я поворачиваю полотно, делаю 2 подъемные петельки по предыдущей дуге и довязываю до конца ряда. Вот так вот я практически уже довязала до конца ряда. То есть я соединяю с предыдущей дугой столбиком без накида. Вот таким вот образом. Далее я делаю 3 воздушные петельки и провязываю 1 столбик с накидом в предыдущую петлю. То есть вот таким вот образом у меня все получилось. Далее я поворачиваю работу. Вот таким вот образом. И теперь я буду довязывать по принципу, как я вам и показывала, но теперь уже до конца вот этого последнего мотива. Так вот я уже, получается, практически довязала. Это до конца предыдущего ряда. То есть вот я его практически довязала. Вот у меня конец предыдущего ряда. То есть я делаю 5 воздушных петелек. Вот я сделала 5 воздушных петелек и провязываю их вот сюда вот между двух мотивов. Делаю столбик без накида, провязываю. Вот его. Вот таким вот образом у меня получается. И теперь я буду довязывать просто до конца мотива. Так вот и довязала уже этот последний мотив. Напоминаю, что у меня на каждом мотиве получается по 8 вот таких вот дуг. По 8 штук. Вот соединяю столбиком без накида. Вот у меня получилось, я уже провязала полный ряд. Естественно, что потом это все необходимо будет отпарить, чтобы полотно было ровным и красивым. И теперь мне нужно провязать уже вот последний, получается, четный ряд. Вот здесь я обычно провязываю по 5 воздушных петелек. В каждую дугу я замыкаю и провязываю до конца ряда. Вот первая у меня идет дуга. И вот так вот я провязываю до конца ряда. Вот у меня последние буквально 3 воздушные петельки и столбик с накидом я провязываю. Вот таким вот образом. То есть вот у меня получилось, вот я обвязала, получается, плечо.
линию рукава, где у меня будет соединение. То есть вот таким вот образом у меня все получилось. То есть по точно такому же принципу вот я обвязала именно первую половинку своей кофточки. И теперь у меня будет следующий ряд. Это я буду соединять между собой две уже части, потому что уже нужно соединять. То есть для этого я поворачиваю вот таким вот образом полотно. То есть у меня снаружи идет лицевая и лицевая сторона, изнанка у меня внутри. И далее я буду соединять. То есть каким образом? Я делаю 3 воздушные петельки и вот завожу крючочек. Вот 3 воздушные петельки я сделала. Завожу крючочек вот в дугу на второй половинке, вытаскиваю вот именно эту петельку и провязываю еще 2 воздушные петельки, после чего я замыкаю с этой стороны дугу, провязываю столбиком без накида. Еще раз: 1, 2, 3. В следующую дугу завожу крючочек, вытаскиваю, 1, 2 и замыкаю. То есть вот таким вот образом у меня получается. Еще раз: 1, 2, 3, завожу сюда крючочек, вытаскиваю, 1, 2 и здесь провязываю. То есть вот таким вот образом у меня получается соединение. Вот оно у меня соединение. Я 2 части соединяю. То есть по такому же ровно принципу я буду соединять этих 2 половинки до конца ряда. Еще раз покажу: 1, 2, 3, завожу крючочек в дугу, вытаскиваю, 1, 2 и фиксирую с этой стороны. То есть вот у меня соединение. 1, 2, 3, вытаскиваю, 1, 2 и фиксирую на этой половинке. То есть вот таким вот образом у меня получается соединение. Естественно, что это все потом необходимо будет отпарить, чтобы все было ровненькое. По такому же ровно принципу я соединю, получается, вот с одной стороны. Вот здесь вот получается у меня плечо. Далее я провяжу с другой стороны вот плечо крючочком, как я вам показывала. Единственное, что на этой стороне я буду начинать работу с изнаночной стороны. То есть вот отсюда я буду начинать работу по принципу точно такому же, как я вам показывала, то плечо я вязала. И также соединю это плечо вот с этим рукавом, получается. Вот таким вот образом я это все соединю. После чего все это необходимо будет, эту всю сеточку отпарить, чтобы она красивая была и ровненькая. И следующее, что необходимо будет сделать после того, как вы соедините именно линию по рукавам и по плечам, это сшить вот этих вот 2 части кофточки. То есть я буду сшивать это все на швейной машинке. Вы уже самостоятельно выбираете, как вам будет удобно. То есть соединяются 2 вот этих вот части лицом вовнутрь. Вот таким вот образом. И по краешку вот здесь вот я буду это все сшивать. Обязательно смотрите, чтобы у вас не пошло перекоса, чтобы все было ровненько у вас сшивалось. То есть вот таким вот образом все вот это вот так вот будет сшиваться. После того, как это все сошьется, опять же, шовчик необходимо будет отпарить с внутренней стороны, чтобы он не был грубым. То есть это с одной стороны, получается, кофточки необходимо будет сделать, и с другой стороны необходимо будет сделать. Все остальное я сделаю за кадром, все, что я вам объяснила. И далее покажу вам, что у меня получилось, и объясню, каким образом я буду обвязывать низ рукава, потому что нам это еще единственное, что останется сделать. И необходимо будет еще облагородить немножко горловину, то есть ее также необходимо будет обвязать, и я вам покажу, как это нужно будет сделать. Итак, я уже соединила 2 рукава, то есть именно, я бы так сказала, 2 половинки данной кофточки. То есть вот у меня получилась вот такая вот сеточка. Это вот у меня часть будет возле шеи, то есть здесь у меня побольше идет сеточка. Непосредственно внизу рукава вот она у меня такая более зауженная сеточка. Вот я соединила 1 рукав.
одну часть соединила, и вот я вторую соединила часть. То есть вот у меня выглядит все вот таким вот образом. Обязательно не забываем, что необходимо полотно после работы еще плюс дополнительно отпарить, потому что, конечно же, оно до отпаривания не будет таким красивым. То есть вот я это все сделала, я отпарила, и далее следующее, что я сделала, это обвязала горловину. То есть вот сейчас я вам покажу. Вот она у меня вот таким вот образом обвязана. Обвязана она у меня также сеточкой. Обвязывала я ее точно по такому же принципу, как вот и здесь я делала обвязку. То есть это по 5 воздушных петелек. И фиксировала их вот именно на крайнем ряду мотива. То есть всего я провязала 2 ряда, получается, вот этих вот дуг по 5 воздушных петелек. То есть вот у меня идет одна и вторая дуга. Далее я 2 дуги я провязала, то есть 2 ряда я провязала по 4 воздушных петельки. То есть вот у меня 1 и 2 ряд, то есть в каждую вот, то есть я вязала по 4 воздушных петельки. И последний ряд, это я провязала ряд по 3 воздушных петельки. То есть вот он у меня здесь. Вот он, крайний этот ряд. Все я обвязывала бежевой ниточкой. То есть я специально уменьшала количество воздушных петелек для того, чтобы горловину как бы подуменьшить немножечко, чтобы она не была сильно большая. И последний ряд я обвязала обычными ракушками пряжей с люрексом. То есть я вот таким вот образом я обвязала всю вот эту вот горловину. Естественно, ниточки все потом необходимо будет убрать. Но это я уже делаю обычно в конце работы. То есть вот таким вот образом у меня все это получилось. И следующее, что необходимо будет сделать, это сшить 2 части кофточки. Итак, я уже полностью сшила бока, то есть вот у меня они получились вот таким вот образом. То есть, как я уже сказала, я их прострочила на машинке. То есть вот у меня такой вот получился аккуратненький достаточно боковой шов. То есть вот здесь вот у меня это получается шов на рукаве. Вот таким вот образом выглядит. Отпарила этот шовчик, чтобы он был более мягким. То есть вот таким вот образом я его отпарила. И обвязала уже один рукав, то есть вот таким вот образом он выглядит. Обвязывала я его по принципу точно так же, как я обвязывала мотив на самом рукаве. То есть вот таким вот образом я провязала по 5 воздушных петель и вот замкнула их столбиками без накида. То есть вот таким вот образом. Всего у меня вокруг этого рукава получилось 27 вот таких вот дуг по 5 воздушных петелек. То есть вот здесь вот получилось 27 дуг. Всего я провязала 5, получается, рядов. 5 рядов вот этих вот с воздушными дугами вот этими. И обвязала потом краешек пряжи с люрексом. Вязала я по следующей схеме, я вам ее покажу. Также я предоставлю эту схему в конце этого видео. В принципе, несложная абсолютно обвязочка, всего лишь 2 ряда ее обвязка идет. Единственное, что в схеме указано, что необходимо делать по 8 столбиков с накидом вот в одну эту дугу. Я провязывала по 6 столбиков с накидом, потому как после того, как я провязала 8, как указано в схеме, у меня пошло достаточно сильное раскрешение на рукаве, то есть вот так вот пошло раскрешение. Мне оно не понравилось, поэтому я перевязала и сделала по 6 столбиков с накидом, и далее вязала уже по схеме. То есть вот таким вот образом у меня все это выглядит. Опять же, если вы мало ли вдруг по какой-либо причине хотите немножко удлинить рукавчик, то есть вы можете провязать тогда не 5 рядов именно вот такой вот сеточки, а побольше рядов. То есть это уже чисто на ваше усмотрение. По такому же ровно принципу я буду обвязывать и второй рукав. То есть вот он у меня еще пока не обвязанный. То есть я его буду обвязывать по такому же ровно принципу. После того, как я обвяжу уже второй рукавчик, единственное, что останется, это убрать все ниточки, отпарить необходимо. То есть вот здесь вот это у меня уже отпаренный вариант вот рукава обвязанного. То есть необходимо отпарить, постирать изделие, высушить его. И, в принципе, оно уже будет у нас готово. Все это я сделаю за кадром и покажу вам конечный результат, что у меня получилось.
Итак, я уже полностью доделала данную кофточку, то есть я обвязала рукавчики, вот они у меня получились вот таким вот образом, то есть сеточка у меня здесь по рукавчикам по этим идет, обвязана пряжей с люрексом. Каким образом это все делать, это я вам в принципе показывала. Значит, за счет вот данной сеточки, как я уже сказала, вы можете при желании немножко удлинить рукава, но это уже чисто на ваше усмотрение. У меня в моей ситуации рукавчик получился где-то в пределах 3/4, то есть он не длинный, но опять же, каким образом его сделать более длинным, я это также показывала, также вам рассказывала в видео. Далее я обвязала горловину, то есть горловина тоже у меня обвязана вот таким вот образом сеточкой. Вырез у меня здесь получился в принципе не маленький, я не скажу, что он прям под самое горло. Но опять же, если вы, например, хотите, чтобы вырез у вас по горловине был немножко поменьше, то есть для этого просто достаточно провязать на большее расстояние вот эту вот сеточку, которую я вот вам показывала, как ее выполнять. Но опять же, не забываем, что эта сеточка должна идти как бы с убавлениями, чтобы к шее она получилась у вас в результате чуть меньшего размера. То есть это тоже в принципе при желании можно сделать. То есть вы должны любую кофточку в какой-то степени под себя, под свои вкусы подводить. То есть делать так, как именно вам нравится. В длину она у меня получилась, в принципе, не маленькая, около 70 сантиметров. То есть я бы так сказала, что она на средний рост, где-то как не очень длинная, средней длины туничка получилась. Значит, обязательно не забываем, что после того, как вы уже практически все выполнили, обязательно необходимо убрать абсолютно все ниточки, чтобы изделие у вас было красивым и аккуратным. Обязательно необходимо отпарить, где вы еще вдруг не отпарили, какие участки данной кофточки. То есть от этого, в принципе, зависит конечный результат, что у вас получится. Потому что если вы даже хоть как вы хорошо выполните работу, но если вы вдруг эту работу не обработаете, потом не отпарите, не постираете, не высушите вот именно правильно так, как надо, у вас конечный результат изделия может быть совершенно другой, не такой, как вы, так сказать, хотели и планировали. То есть очень важно еще правильная обработка изделия после вязания. То есть это все необходимо сделать. То есть я здесь в данной кофточке уже все это сделала. То есть я убрала все ниточки, отпарила, где еще необходимо было отпарить, постирала, высушила. Вот у меня вот такой вот получился вариант. Итак, кому понравилось видео, обязательно ставим лайк, подписываемся на мой канал, чтобы не пропускать в дальнейшем интересную и полезную информацию. До новых встреч!